Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Василий Шевчук, и я приветствую вас на моем канале. Желаю всем крепкого здоровичка, огромных знаний в системах Android, и тем, кто желает приобрести эти знания, вы попали на правильный канал. Канал, посвященный Android TV приставок, прошивок и ПО для системы Android. Ребята, сегодня речь пойдет о процессоре S912, прошивка Mikul BB2 Pro. Получил Android 10, как вы видите, и я выложу эту прошивку. И сейчас, на данный момент, как вы видите, Android 10 у нас имеется вот такая прошивка от, как вы видите, 2020-09-13 числа. Вот здесь вы можете также увидеть, какая версия Android, зайти, ну и тут пощелкать, поиграться, как вы пожелаете. Тут очень много разных возможностей. И сейчас мы видим вот такая у нас версия Android. И мы выходим на рабочий стол. Вот такой рабочий стол. Такой главный лаунчер вы получаете. Я в эту прошивку уже вшил еще один лаунчер. И это еще один лаунчер, который вы получаете. Тут есть файл-браузер. Есть, я вывел ярлыки настройки, Root Explorer, Smart TV, это я уже установил после прошивки. Root перезапуск в Recovery TWRP вы получаете в этой прошивке. Суперпользователь, галерея, кнопочки рабочие. Если установите YouTube TV версия, будет работать также. Play Market здесь не установлен, но есть возможность сделать свой аккаунт. Заходим на рабочий стол, и вот я вот здесь уже установил программы для просмотра ТВ, также Smart TV, YouTube прекрасно работает. Так сказать, прошивка еще сыровата, но возможность работать. Очень прекрасно работает мышки, так как есть статус-бар, очень даже помогает. В мышке не работает кнопка назад, только кнопка вперед работает. Также оригинальный пульт прекрасно работает. Как вы видите, все нормально, можно передвигаться на оригинальном пульте. Спасибо, есть пользователь Сергей, помог, прикрутил сюда оригинальный пульт. Все прекрасно работает. Также в этой прошивке есть Wi-Fi рабочий. Я еще добавил в эту прошивку Android TV настройки. И первичные такие настройки более-менее как-то работают. И вы можете вот здесь на этом лаунчере, только на этом лаунчере можно зайти в ТВ настройки. Это для чего? ТВ настройки. При первом запуске в этой прошивке есть установлена клавиатура OSPI клавиатура, но я добавил еще одну клавиатуру, экранную клавиатуру, чтобы вам было более удобно работать. Можно работать также с фляй-пультом. Как вы видите, фляй-пульт работает. На рабочем столе вы не найдете эти настройки. Не в этом лаунчере, не в оригинальном лаунчере.
при нажатии вот здесь мышкой на кнопку или фляй-пультом на кнопку «Домой», у вас выходит меню, какой лаунчер вы предпочитаете работать. Также это будет при первом запуске. Выбираете MS Launcher. Он нормальный, прекрасный, но также есть оригинальный лаунчер. И вот это рабочий стол оригинального лаунчера. Если мы потянем вверх, вот здесь два рабочих стола, и если мы потянем вверх, у нас откроются все программы, которые установлены. Устанавливать программы при первом запуске, в котором была прошивка, можно было через файлы, то есть файл менеджер. Но сейчас в прошивке я добавил Root Explorer. Root Explorer прекрасно работает. Также получает root права суперпользователь, и теперь вы можете через Root Explorer зайти на свой USB накопитель и устанавливать программы. Не все программы работают в этой версии, но, как вы видите, USB накопитель очень прекрасно видит и очень прекрасно. Вот у меня сейчас два USB накопителя. Также, если мы зайдем на главный лаунчер мы сейчас выбираем, как мы видим, у нас здесь нет ТВ настроек. ТВ настройки можно зайти только через второй лаунчер, MS Launcher. И вот здесь от него есть ярлык. Это ярлык для настройки обоев. Как вы видите, мы заходим сюда, на этот лаунчер, на рабочий стол. Чтобы зайти в MS Launcher, обязательно надо через кнопку «Дом» и выбрать MS Launcher. Сейчас мы можем зайти в ТВ настройки. ТВ настройки не все работает. Вот, например, заставка не работает. Вот смотрите, если нажимаем на заставку, хотя в эту прошивку я уже вложил заставку, надо зайти через белые настройки и изменить заставку. Но ТВ настройки нам нужны. Допустим, как мы видим, Wi-Fi. Если мы включим Wi-Fi, у нас в прошивке, как вы видите, будет срабатывать Wi-Fi, все прекрасно, точки доступа. Далее, если мы идем назад, вот здесь на кнопочку треугольник назад, так как не работает кнопка назад, правая кнопка клик не работает. Или же пультом, фляй-пультом можно нажать назад, тоже не работает, только вот сюда на треугольник. Далее мы здесь, допустим, можем звуки включить системные, опять на треугольник. Ну, то есть есть настройки. Все эти настройки можно настроить. И как это настроить? Если есть желание, ребята, могу сделать инструкцию. Пишите под видео сообщение. Если надо, сделаю инструкцию, как все настраивать. Сейчас на данный момент установил вот такие вот ТВ настройки, так как это у нас получается прошивка для ТВ боксов. Ну, в дальнейшем есть некоторые нюансы, надо еще поработать над прошивкой. Но прошивка уже готова. Ребята, можно использовать. И если я вот, например, зайду в Smart TV YouTube,
у меня уже подключен аккаунт. Можно подключаться к аккаунту. Все работает. Теперь эта прошивка при простое. Как вы видите, вот мой аккаунт. И он прекрасно подключается, все нормально, все работает. Есть небольшое но в этой прошивке. При простое она отключается через минуту. И дисплей выключается. Как это настроить? Также сделаю инструкцию. Пишите в сообщениях. Пишите под видео. Все это можно настроить. Заходим еще раз на главный лаунчер, не на MS лаунчер, а зайдем на главный лаунчер. И мы здесь получаем вот такие вот здесь браузер. Также браузер прекрасно подключается к аккаунту. Все можно настроить, проверял, работает. Такая вот прошивка. Ребят, если вы зайдете, вот, например, как вы видите, сейчас невозможно печатать, нету клавиатуры. Все это можно настроить. И вы здесь уже вы можете выбирать Google и так далее, и так далее. Браузер прекрасно работает, прекрасно все. Также установил программу ТВ. Сейчас не буду запускать, так как есть авторские права. Включу вот только, чтобы вы видели, что работает все нормально. Разогнал буфер обмена, разогнал все. И как вы видите, отлично работает. Я выхожу с программы, так как есть авторские права, но, как вы видите, программа работает. Теперь программа перезапуска в Recovery. Давайте перезапустимся в Recovery. И я сейчас нажал на перезапуск Recovery. Recovery также прекрасно управляется оригинальным пультом. Вот такая заставочка. Давайте перезапустим сейчас в Recovery, посмотрим. Как вы видите, все управляется оригинальным пультом. Все отлично, все нормально. Также можно зайти в Recovery TWRP навесной, тот, который через SD-карту или флеш-накопитель. И пока наш бокс запускается, ребята, еще раз обращаюсь к своим подписчикам и тем, кто еще подпишется. Спасибо за лайки, за поддержку канала. Денег это не стоит. Лайк поставили, мне приятно. Я вижу, что ребята отслеживают канал, поддерживают канал. Всем большое спасибо. Новым пользователям, тем, кто подключится. Обязательно не забыть установить все видео, чтобы не пропустить следующее видео. А следующее видео, я думаю, будет прошивка вот на этот бокс. Tanix TX 5. Я сделал новую прошивку, мне принесли этот бокс. И вот, как вы видите, о чем я говорил. Вот отключение идет полное, и вы видите, все, сейчас не работает ни это, только оригинальный пульт. И попробуем, вот, видите, ей запустилось. То есть надо протягивать вот этот свайп вправо, обязательно свайп вверх мышкой. То есть надо или мышка, или фляй пульт. Оригинальным пультом это не получается.
Вот об этом я, ребят, говорил. То есть, вот такая прошивка. Прошивку выложу у себя на сайте прошивок. Качайте, пользуйтесь, пробуйте. Да, немножко сыровата прошивка, но рабочая. Все нормально, можно настроить. По скорости не хуже Android 9. Все на этом, ребят. Всем большое спасибо. Крепкого здоровичка. Ставим лайки, поддерживаем канал. До свидания, до следующего видео.